Мир космоса всегда поражал воображение. Мы смотрим на звезды и мечтаем о бесконечности, но что, если это бесконечное пространство на самом деле лишь иллюзия? В середине 20 века ученые начали задумываться о природе Вселенной и ее масштабах. Исследования показывают, что Вселенная может быть не такой огромной, как мы думаем. Одной из самых интересных теорий является идея о том, что Вселенная может повторяться. Восхождение к этому безумию началось с открытия, что Вселенная расширяется. В 1930 году астроном Эдвин Хаббл продемонстрировал, что галактики удаляются друг от друга. Это открытие стало основанием для концепции Большого взрыва, но что, если за этой концепцией кроется еще более шокирующая правда? Возможность того, что Вселенная имеет пределы и может зацикливаться на самой себе, ставит под сомнение все наши представления о космосе. Согласно этой теории, если бы мы могли путешествовать на достаточно большие расстояния, мы бы в конечном итоге вернулись к своему исходному пункту. Представьте себе, что вы летите на космическом корабле и, покидая свою галактику, пересекаете световые годы. Вы проходите через миллиарды звезд и планет и в какой-то момент возвращаетесь в ту же точку, откуда начали. Это кажется безумием, но в контексте данной теории это вполне возможно. Научные работы, такие как исследования, проведенные в 1992 году, предполагают, что Вселенная может быть замкнутой. Гравитация и кривизна пространства-времени могут создать условия, при которых вся материя и энергия замыкаются в замкнутой системе. Идея о том, что мы находимся внутри огромного сферы, где все повторяется, открывает новые горизонты для изучения. Наблюдения за космическим фоном, сделанные с помощью спутников, таких как космический телескоп Хаббла, также подтверждают возможность того, что Вселенная может иметь ограниченные размеры. Это создает ряд вопросов о том, что мы видим на ночном небе. На самом деле, то, что кажется бесконечным, может быть лишь отражением ограниченной структуры. Пока ученые продолжают исследовать нашу Вселенную, теории о повторяющихся реальностях становятся все более популярными. Мы сталкиваемся с вопросами о том, что на самом деле мы наблюдаем, когда смотрим на звезды. Что если звезды — это не отдельные объекты, а лишь иллюзия, созданная нашей ограниченной способностью воспринимать реальность? Эти мысли заставляют задуматься о том, как мы можем воспринимать космос и свое место в нем. И это лишь начало. В следующей части мы погрузимся в теорию повторяющейся реальности и узнаем, что же стоит за этой идеей. Согласно теории повторяющейся реальности, вся Вселенная может быть замкнутой и цикличной. Исследования, проведенные учеными, показывают, что если мы сможем преодолеть определенные расстояния, мы можем вернуться в исходную точку. Эта идея подтверждается совершенно новыми подходами в астрономии и физике, которые пытаются объяснить природу пространства и времени. Ученые, такие как физик-теоретик Мартин Рейс, в 1990 году выдвинули гипотезу о том, что Вселенная может быть конечной, но безграничной, похожей на поверхность сферы. В самом деле, представьте себе мир, где все, что мы знаем, повторяется снова и снова. Каждый момент, каждая звезда и каждая галактика могут не быть уникальными, а представлять собой фиксированные элементы в бесконечном цикле. Это открытие заставляет пересмотреть мнение о том, что мы понимаем под реальностью. Традиционно мы рассматриваем Вселенную как бесконечное пространство, где объекты находятся на расстоянии световых лет друг от друга. Но если они все повторяются, это ставит под сомнение наши представления об астрономии. Научные работы, такие как исследования, проведенные в 1992 году, предполагают, что структура Вселенной может быть искривленной. Исходя из этого, в некоторых моделях возможно, что путь в одну сторону может обернуться кругом, возвращая нас в исходную точку. Это значит, что мы можем находиться в замкнутой системе, где галактики, которые мы видим, лишь отображение одной и той же материи, которая повторяется в разных временных рамках. В рамках этой теории появляется вопрос о том, как мы воспринимаем звезды. Возможно, наше восприятие ошибочно, и то, что кажется отдельными звездами, на самом деле это лишь отражение одной и той же материи в разных аспектах. Это открывает новые горизонты для исследований и наблюдений. Спутники, такие как космический телескоп Хаббла, предоставляют данные, которые подтверждают возможность того, что мы на самом деле видим одну и ту же материю, но в разных конфигурациях. Согласно гипотезе о повторяющейся реальности, время может быть нелинейным. Это создает представление о том, что прошлое, настоящее и будущее могут пересекаться. Каждый момент может быть наново пережит, и каждая звезда может быть видимой в разных временных рамках. Это подводит к мысли, что вся наша история и все наши наблюдения могут повторяться, создавая иллюзию бесконечности. Современные эксперименты, такие как попытки изучения структуры космического микроволнового фона, показывают, что на самом деле Вселенная может иметь конечные размеры, а это еще больше укрепляет теорию повторяющейся реальности. Возможность того, что мы находимся в неком замкнутом пространстве, где все повторяется, открывает горизонты для дальнейших исследований. Это может изменить наше понимание не только о космосе, но и о том, как мы существуем в нем. Следующий шаг в этой удивительной теории приведет нас к тому, что звезды и галактики, возможно, не так уникальны, как мы думаем.
Это открытие может изменить наше понимание астрономии навсегда. Наблюдая за ночным небом, мы видим миллиарды звезд, искрящихся на фоне бесконечной темноты. Но что, если эти яркие точки на самом деле лишь иллюзия? С точки зрения теории повторяющейся реальности, звезды и галактики, которые мы воспринимаем как отдельные объекты, могут быть всего лишь проекциями одной и той же материи, отображающейся в разных временных рамках. Исследования показывают, что наше восприятие космоса может быть значительно ограниченным, и то, что мы видим, не отражает истинной природы Вселенной. Когда астрономы изучают свет далеких звезд, они не просто наблюдают свет, который уже прошел миллиарды световых лет. Они исследуют информацию, которая, возможно, повторяется. Если Вселенная замкнута, как предполагают некоторые теории, то свет, отражающийся от звезд, может быть результатом ограниченной структуры. Это означает, что звезды, которые мы наблюдаем, могут быть лишь часть единого сюжета, где каждая звезда — это повторяющийся элемент в бесконечном цикле. Изучение космического микроволнового фона дало астрономам новые данные о структуре Вселенной. Этот фон представляет собой остаточное излучение от Большого взрыва и предоставляет информацию о раннем состоянии космоса. Исследования, проведенные в 1990 году, показали, что это излучение может быть искривлено, что поддерживает идею о том, что Вселенная может быть замкнута. В этом случае, наблюдая звезды, мы могли бы лишь видеть их отражение в различных временных плоскостях, а не уникальные объекты. Физики, изучающие гравитацию и кривизну пространства-времени, также указывают на возможность существования замкнутых пространств. Это значит, что если бы мы могли путешествовать достаточно далеко, мы могли бы вернуться к исходной точке, обнаруживая ту же самую звезду несколько раз, но в разных аспектах времени. Этот подход ставит под сомнение все наши представления о звездах и их уникальности. В рамках этой теории возникает вопрос о том, как мы воспринимаем время. Возможно, время не является линейным, а представляет собой многослойную структуру, где прошлое, настоящее и будущее могут пересекаться. Каждый миг, когда мы смотрим на звезды, может быть наново пережит, и каждая звезда может быть видима в разных временных рамках. Это значит, что звезды, которые мы наблюдаем, могут повторяться в бесконечном цикле. Согласно гипотезе о повторяющейся реальности, мощные инструменты, такие как космический телескоп Хаббла, предоставляют данные, которые могут подтвердить идею о том, что звезды, которые мы видим, не являются уникальными. Это открывает новые горизонты для астрономии, ставя под сомнение существующие теории. Возможно, звезды — это лишь фрагменты одного и того же материала, который проявляется в разных конфигурациях. Перемещение во времени и пространстве — это концепция, которая требует пересмотра нашего понимания космоса. Научные эксперименты, проведенные в последние десятилетия, показывают, что структура Вселенной может быть гораздо более сложной, чем мы предполагали ранее. Эта идея о том, что звезды и галактики могут быть иллюзией, созданной нашей ограниченной способностью воспринимать реальность, является поистине революционной и меняет наше понимание о том, где мы находимся в этой бескрайней Вселенной. В следующей части мы рассмотрим научные эксперименты, которые ставят под сомнение традиционные представления о космосе. Эта увлекательная тема открывает новые горизонты для понимания не только астрономии, но и самой природы Вселенной. Научные эксперименты предоставляют нам важные данные о природе Вселенной, но некоторые из них вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Одним из таких экспериментов стало изучение космического микроволнового фона, который представляет собой остаточное излучение, оставшееся от Большого взрыва. В 1990 году в рамках миссии космической обсерватории Кобби ученые обнаружили, что это излучение имеет определенные аномалии, что может указывать на то, что Вселенная не так однородна, как считалось ранее. Эти аномалии могут свидетельствовать о наличии структурных особенностей, которые поддерживают теорию о замкнутости Вселенной. Один из наиболее захватывающих аспектов этих исследований заключается в том, что они показывают возможность существования неоднородностей в микроволновом фоне. Визуализация данных с космического телескопа Упсала также подтверждает, что распределение материи во Вселенной может быть неравномерным. Это открытие заставляет задуматься о том, как мы воспринимаем звезды и их расположение. Если Вселенная действительно замкнута, то пути света, проходящие через разные области, могут создавать видимость множественных объектов, когда на самом деле мы наблюдаем одно и то же. Эксперименты, связанные с гравитационными волнами, также внесли свой вклад в понимание структуры космоса. В 2006 году LIGO впервые зарегистрировал гравитационные волны, исходящие от столкновения черных дыр. Эти волны дают уникальную возможность исследовать пространство и время, и их анализ может подтвердить теорию о том, что Вселенная имеет странную и сложную геометрию. Гравитационные волны, как показали эксперименты, могут проходить через замкнутые пространства, создавая новые возможности для исследования повторяющихся реальностей. Данные, полученные в результате наблюдений за экзопланетами, также ставят под сомнение наши традиционные представления.
В 2015 году было обнаружено огромное количество экзопланет, находящихся в обитаемых зонах своих звезд. Но что, если это не уникальные планеты, а лишь отражение одних и тех же условий в разных частях замкнутой Вселенной? Это открывает новый взгляд на вопрос существования жизни и того, как мы можем воспринимать ее во Вселенной. С помощью спутников, таких как космический телескоп Хаббла и космический телескоп Джеймс Уэбб, астрономы продолжают исследовать экзопланеты и их атмосферы. Эти наблюдения предоставляют информацию о химическом составе и физических характеристиках планет, но, возможно, наши выводы о них могут быть искажены. То, что мы считаем разными звездами и планетами, может быть результатом одной и той же материи, проявляющейся в разных аспектах времени и пространства. Важно отметить, что в рамках современных исследований физики все больше обращают внимание на концепцию многомерности. Если Вселенная действительно замкнута, то пространство и время могут существовать не в линейной форме, а в сложной многослойной структуре. Это открытие может изменить наше понимание не только о космосе, но и о том, как мы существуем в нем, создавая новые горизонты для будущих исследований. Эксперименты, проводимые в рамках квантовой физики, также поднимают вопросы о том, как мы воспринимаем реальность. Исследования, посвященные явлениям, таким как квантовая запутанность, показывают, что частицы могут взаимодействовать независимо от расстояния. Это добавляет еще один слой к теории повторяющейся реальности, подчеркивая возможность неподобных взаимодействий между звездами и галактиками. Таким образом, научные эксперименты не только подтверждают существующие теории, но и ставят под сомнение наши представления о Вселенной. Они открывают новые горизонты для понимания космоса и того, как мы можем воспринимать его. Переходя к следующему этапу, мы увидим, как эти открытия могут изменить наше представление о звездах и галактиках, заставляя нас пересмотреть их уникальность в контексте замкнутой Вселенной. Научные эксперименты предоставляют нам важные данные о природе Вселенной, и некоторые из них вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Одним из ключевых экспериментов стало изучение космического микроволнового фона, который представляет собой остаточное излучение от Большого взрыва. В 1990 году в рамках миссии космической обсерватории Кобе ученые обнаружили аномалии в этом излучении, что может указывать на наличие структурных особенностей в космосе. Эти аномалии могут свидетельствовать о том, что Вселенная не так однородна, как считалось ранее, и поддерживать теорию о замкнутости. Визуализация данных с космического телескопа Упсала подтверждает, что распределение материи во Вселенной может быть неравномерным. Это открытие заставляет исследователей задуматься о том, как мы воспринимаем звезды и их расположение. Если Вселенная действительно замкнута, пути света, проходящие через разные области, могут создавать видимость множественных объектов, когда на самом деле мы наблюдаем одно и то же. Эксперименты, связанные с гравитационными волнами, также внесли значительный вклад в понимание космоса. В 2006 году LIGO впервые зарегистрировал гравитационные волны, исходящие от столкновения черных дыр. Эти волны предоставили уникальную возможность изучать пространство и время. Анализ гравитационных волн может подтвердить теорию о том, что Вселенная имеет странную и сложную геометрию. Гравитационные волны могут проходить через замкнутые пространства, создавая новые возможности для исследования повторяющихся реальностей. Данные, полученные в результате наблюдений за экзопланетами, также ставят под сомнение традиционные представления о космосе. В 2015 году было обнаружено огромное количество экзопланет в обитаемых зонах своих звезд. Но что, если это не уникальные планеты, а отражение одних и тех же условий в разных частях замкнутой Вселенной? Это открывает новый взгляд на вопрос существования жизни и на то, как мы можем воспринимать ее во Вселенной. Спутники, такие как космический телескоп Хаббла и космический телескоп Джеймс Уэбб, продолжают исследовать экзопланеты и их атмосферы. Наблюдения предоставляют информацию о химическом составе и физических характеристиках планет, но, возможно, выводы о них могут быть искажены. То, что мы считаем разными звездами и планетами, может быть результатом одной и той же материи, проявляющейся в разных аспектах времени и пространства. Современные исследования также акцентируют внимание на концепции многомерности. Если Вселенная действительно замкнута, то пространство и время могут существовать не в линейной форме, а в сложной многослойной структуре. Эти открытия могут изменить наше понимание не только о космосе, но и о том, как мы существуем в нем, создавая новые горизонты для будущих исследований. Эксперименты в области квантовой физики также поднимают вопросы о восприятии реальности. Исследования явлений, таких как квантовая запутанность, показывают, что частицы могут взаимодействовать независимо от расстояния. Этот факт добавляет еще один слой к теории повторяющейся реальности, подчеркивая возможность неподобных взаимодействий между звездами и галактиками. Таким образом, научные эксперименты не только подтверждают существующие теории, но и ставят под сомнение наши представления о Вселенной. Они открывают новые горизонты для понимания космоса и того, как мы можем воспринимать его. Следующий этап в этом увлекательном путешествии приведет нас к тому, что звезды и галактики, возможно, не так уникальны, как мы думаем.
Эти новые открытия могут навсегда изменить наше представление об астрономии и о том, где мы находимся в этой безграничной Вселенной.